Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас портативный MIDI-контроллер Akai Pro APC Key 25 Mark II, который нативно должен работать с Ableton. Данный MIDI-контроллер имеет двухоктавную Velocity-чувствительную клавиатуру, весьма удобную, но должны понимать, что это мини-клавиши, поэтому если вы пианист, надо будет немножечко привыкнуть. Вот у нас Velocity. Достаточно приятно на ней играть. Также здесь у нас есть пэды, сетка пэдов, 8 столбцов и 5 рядов. 8 энкодеров, которые можно переназначать для регулировки различных параметров. Ну и различные многофункциональные кнопки. Ну и сейчас про функционал я расскажу поподробнее. Что касается подключения, MIDI-контроллер подключается при помощи USB-провода. Ну и, собственно, и все. И давайте начнем с основного функционала, с MIDI-клавиатуры. Как я сказал, она Velocity-чувствительная. У нас есть возможность переключать здесь октавы. И нажатием двух одновременно клавиш переключения октавы мы делаем ресет. Также у нас есть кнопка Play Stop и кнопка Record. Есть у нас также клавиша Shift, которая переключает как раз функционал вот этих вот различных клавиш для управления проектом. Что касается пэдов, пэды у нас отражают непосредственно сетку клипов Ableton. Вообще этот MIDI-контроллер, естественно, интегрируется с Ableton нативно, не надо ничего там мапить. И он сделан для того, чтобы работать с Ableton именно в режиме Session View. Для тех, кто знает, это тот режим, где у нас, собственно, различные клипы, и аранжировка у нас в виде клипов и в виде сцен представляется. Ну и давайте сейчас посмотрим, как, собственно, это все работает. Нажимаем кнопку Shift, и вот эти вот стрелочки. Двигаемся по проекту. Вот на экране вы можете видеть такую вот скобку, такой квадратик желтый, точнее, который перемещается по проекту и позволяет нам видеть те клипы, ту зону, которая у нас отображается вот здесь на пэдах. Дальше. При помощи Shift и вот этих вот кнопок мы можем достигать различный функционал. Но без нажатия Shift мы можем, естественно, запускать сцены вот этим вертикальным рядом кнопок. При помощи вот этого ряда кнопок мы можем останавливать определенные дорожки. Как известно, в данном режиме в Ableton вертикальная колонка — это как бы представление отдельной дорожки. И вот, например, если мы хотим остановить барабаны, мы просто нажимаем данную соответствующую кнопку, и мы останавливаем вообще эту дорожку барабанов. Ну и так с любой. Ну а теперь давайте посмотрим, собственно, дополнительный функционал этих кнопок. Как я уже сказал, если мы нажимаем, удерживаем Shift и нажимаем вот эти вот кнопки, мы стрелочками передвигаемся по нашему проекту. Дальше, если мы нажимаем Shift и вот эту кнопку, то мы переходим в режим Volume. И, соответственно, крутя энкодеры, мы можем регулировать, вот я вижу, как на экране, в моем проекте регулируется громкость дорожек. Соответственно, вот у нас 8 энкодеров и 8 дорожек. Если у вас больше дорожек, то просто двигаемся по проекту и, соответственно, регулируем другие дорожки. Смещаемся, регулируем другие дорожки. Дальше Shift и Pen. Мы входим в режим панорамы. И теперь эти энкодеры, вот обратите внимание, у нас регулируют панораму. Нажимаем Shift и Send, и мы переходим в режим сендов. И теперь вот эти все энкодеры у нас позволяют нам делать посыл на ревер, на дилей, ну, в зависимости от того, сколько у нас return треков открыто, сколько у нас есть посылов. И переключаться, вот здесь у нас, например, 2 посыла, я нажимаю Shift Send, и мы верхние посылы, то есть вот ревер,
отправляем все на ревер, еще раз нажимаем, и мы переключаемся теперь на нижние посылы, отправляем все на дилей. Ну, соответственно, если у нас их много, то мы, соответственно, большее количество раз должны нажать на Shift и Send. Ну и последняя кнопка вот в нижнем ряду — это девайс, режим девайса. И вот посмотрите, здесь у меня на экране открыта Ableton-овская драм-машина. И теперь вот данные энкодеры у нас регулируют макросы этой драм-машины. Вот. И здесь надо сказать, что если у нас, ну, давайте выберем другую дорожку, если у нас плагины не нативные, аблетоновские, ну, вот как, например, на этой дорожке, то энкодеры не будут регулировать, естественно, параметры этого девайса, если вы заранее не замапите. То есть для ненативных, не встроенных в Ableton плагинов вот это вот работать не будет. Надо создавать как бы макросы, и тогда это все будет у вас интегрироваться без проблем. Но вот опять вернемся к нашей драм-машине. Для плагинов, встроенных в Ableton, нативных, вот проблем никаких, макросы все работают. И вот это вот очень, по-моему, удобно. Друзья, ну и давайте теперь поговорим про вот этот вот вертикальный ряд кнопок. Изначально у него функционал заключается в том, чтобы запускать сцены. Как известно, вот в режиме Session View в Ableton ряд горизонтальный представляет собой сцену, и можно это воспринимать как ну, какую-то часть аранжировки вашей композиции. Например, это может быть вступление, потом следующая вот строчка, следующий ряд, это может быть куплет, потом припев и так далее. То есть таким образом рядами вы выстраиваете аранжировку. И при помощи этих кнопок очень удобно запускать как раз вот эти части. Ну вот, например, вступление. Потом куплет я включил, потом припев. Ну, гипотетически, нашей какой-то аранжировки. Вот. Но, естественно, у всех этих кнопок есть второй функционал, который мы активируем при помощи кнопки Shift. Вот самая верхняя кнопка, она у нас останавливает отдельно клипы. То есть вы нажимаете на нужный клип и его останавливаете. Либо вы можете остановить целую вертикальную дорожку при помощи вот этих кнопок. Вот. Далее. Следующая кнопка называется соло. Мы ее активируем и можем засолировать тот или иной трек. Ну вот давайте послушаем. Следующее — это кнопка Mute. В принципе, принцип такой же абсолютно. Мы можем мьютировать наши дорожки. Далее, следующая кнопка называется Record Arm. И, как вы знаете, в Ableton, чтобы записать что-либо на дорожку, нужно эту дорожку назначить на запись, армировать. То есть вот мы нажимаем, и вот, обратите внимание, у нас активируется вот эта красненькая кнопочка, то есть назначается дорожка на запись. Можно сразу несколько и так далее. И последнее — это просто Select, то есть выбираем дорожку, с которой мы хотим работать. То есть, ну, здесь как бы все понятно. Итак, ну и самая нижняя кнопка Stop All Clips — это кнопка, которая останавливает вообще все клипы в вашей аранжировке. Ну, это такой, знаете, на случай непредвиденных ситуаций, мало ли вы там что-то во время перформанса забыли выключить. Вот, собственно, и все. Мы разобрались со всем функционалом этого MIDI-контроллера. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас прибор. Что мне в нем нравится? Мне в нем нравится, ну, конечно же,
то, что он очень компактный. Он влезет в любой рюкзак, в любую сумку, его можно брать с собой в поездки, на гастроли, в отпуск. И можно даже в поезде, в самолете его достать, он не будет никому мешать, и можно что-то там в наушничках наиграть, записать. Вот. Мне нравятся в нем его перформативные, так скажем, возможности. То, что здесь можно достаточно гибко набирать какие-то там... запускать сцены, запускать отдельные клипы, мьютировать, солировать дорожки. То есть, ну, в принципе, как бы для перформанса он очень неплох. Velocity-чувствительная клавиатура тоже неплохая. Можно наигрывать и мелодии, и в качестве драм-машины тоже использовать. Что мне здесь не очень понравилось, это то, что... ну, достаточно много комбинаций клавиш. То есть, с одной стороны, как бы она удобная для перформанса, а с другой стороны, надо запоминать. Иногда ты, ну вот тебе надо, например, выбрать дорожку или ее армировать на запись, а ты вместо этого забудешь про клавишу Shift, чтобы активировать в какую-то вторую функцию, и просто ее нажмешь и вообще ее остановишь. То есть, или, ну, будет конфуз во время какого-то живого выступления. Вот, то есть, количество вторичных функций, которых надо запоминать, оно, на мой взгляд, ну так, может быть, не очень удобно, но если вы заморочитесь и конкретно изучите этот MIDI-контроллер, то, конечно, у вас уже все будет в руках, и, в принципе, это не будет препятствием. Вот. В целом, это действительно очень хороший, приятный, компактный MIDI-контроллер, который нативно мапится с Ableton, и, ну, никаких просто проблем, никаких заморочек. Вы подключаете его к компу, и у вас сразу все работает. Поэтому, друзья, я его рекомендую. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений, и до скорых встреч. Увидимся. Да, у меня вопрос к тебе. А ты нативно с чем-нибудь мапишься? Да, с пивом. Я не знал, про что ты ответишь. Что я бы хотел, конечно, сюда добавить, это то, что, чего вот здесь... Нет, сейчас. Я бы хотел сюда добавить то, чего здесь нет. Да.